Улыбчивого всем настроения и добро пожаловать в мою маленькую мастерскую. Сегодня я решила изменить ракурс, потому что у нас сегодня необычное видео, такого видео у меня еще не было. Это ответы на вопросы. Спасибо огромное, что приняли такое активное участие в моей просьбе. Вопросов оказалось даже больше, чем я рассчитывала, и это очень и очень приятно. Сегодня у меня в работе опять зайчики. Здесь вы видите зайчат из прошлого видео. Здесь у меня уже все детальки, ну не все, в работе еще серый зайчик и розовый, голову довязываю. И ответики на вопросики будут у меня все подряд. Сначала я думала, что буду и вязать, и отвечать, но не знаю, как получится. Давайте это будет вот такое домашнее видео в мастерской, только все свои, и поэтому будет как будет. Итак, здравствуйте. Хотела давно спросить, но не решалась, откуда у вас медальоны на зайчиков. Где-то приобретаете? Смотрела ваши видео предыдущие почти с самого начала рандомно и не нашла информацию. Медальончики, те, которые вы видите на ушках у зайчиков, я покупаю очень давно, заказываю их на AliExpress. Там очень много разновидностей именно металлических медальончиков с надписью Handmade. Они есть в форме сердечка, кругленькие. Но я выбрала в форме цветочка и так их и заказываю. Уже не один раз. Поэтому они бывают серебристые и такие медного, не медного, а такого желтоватого цвета. Сами медальончики выглядят вот так вблизи. Маруся, здравствуйте. Сделайте, пожалуйста, мейкап по игрушкам. Я уже связала все ваши мастер-классы. Благодарю вас. Очень приятно слушать ваш голос и смотреть за процессами. Это очень приятно. Конечно, я планирую мастер-классы игрушек, но вот в планах я хотела попробовать еще одну девочку. Кто помнит, у меня была девочка-пчелка. Вот я хотела попробовать в другом оформлении. Если у меня все получится, то планирую на такую куклу снять мастер-класс. Но у меня это все по вдохновению. Вот есть у меня вдохновение, ну да, я буду снимать, нет, значит это как-то переносится и отлаживается. Но то, что мастер-классы новые будут, это 100%. Здравствуйте, зайчики классные. Расскажите, пожалуйста, про судьбу милых жучков, пчелок, божьих коровок, бабочек от автора Softy Toys и еще одних жучков, чуть больше шапочками узор попкорн. И еще быстро ли купили снежную фею? Значит, по жучкам. Кто помнит маленькие эти жучки, я их вязала именно от Softy Toys большую партию. Они были на заказ. А вот те жучки, которые больше шапочкой попкорн, те продались именно очень быстро. Пчелка и божья коровка. Божью коровку потом еще перезаказывали. А вот там была жучок как моль, жучок как травяной жук. Они были зелеными крылышками. То те очень долго у меня они сидели, и повторять я их не буду, потому что ними вообще практически не интересовались. Снежная фея продалась, и я ее буду повторять в этом году. Но она такая специфическая, это игрушка сезонная, но она только для зимы.
Маруся, добрый день. Прочитала почти все комментарии, вопросы все интересные, и вам придется снять для нас целый фильм. Спасибо вам огромное, что вдохновляете нас. Ждем с нетерпением ваших ответов. Спасибо вам огромное за то, что вы приходите, за то, что вы возвращаетесь в мою маленькую мастерскую. Это мое самое-самое любимое место, и это мое настолько личное пространство, что здесь бываю только я. Ну и вы все. Так, люблю длинные видео, можно смотреть вечно, как Марина работает. Каких блогеров вы смотрите? У меня нет постоянных блогеров, за которыми бы я следила постоянно. Например, если меня что-то интересует, я в поисковике забиваю, например, там путешествия или там, ну, все, что меня интересует, и вот то, что мне выпало, я смотрю рандомно, и потом мне по моим интересам подтягиваются видео, я открываю главную страницу, и там видео, которые от каких блогеров я смотрела, те и подтягиваются. Рукодельных блогеров я не смотрю никого, ни за кем не слежу, потому что меня больше вдохновляют картинки. Вот я больше вдохновляюсь Пинтерестом, именно листая картинки, но если мне что-то нужно, если я что-то не знаю, что-то не умею, я тогда, конечно, хожу по девочкам, блогерам, мастерам и смотрю, как это сделать. Я обожаю все, что связано с Парижем, обожаю прогулки всех девочек-блогеров, кто из Парижа, которые снимают видео прогулки, и мне нравятся такие видео, когда там меньше всего спецэффектов, каких-то переходов, музыки или какие-то такие, знаете, вот слишком прям отредактированные видео, которые смотрятся как художественный фильм. Мне больше нравится видео, ну вот как оно есть, вот когда человек гуляет, снимает, и тогда ощущение такое, что ты сам находишься в этом моменте, сам это видишь, а не смотришь какой-то художественный фильм. Поэтому я смотрю все подряд. Здравствуйте, хотелось бы узнать о вас. Успеваете ли вы совмещать вязание и домашние дела? Как относятся дети, муж? Если можно, сколько у вас деток, девочки, мальчики? Сколько в день получается вязать? Занимаетесь ли спортом или ходьбой? Есть ли еще какие-то увлечения? Любите ли вы готовить? Есть ли коронное блюдо? Смотрите ли вы сериалы под вязание? Если да, то какие? Ответите на какие захотите вопросы, все интересно. Ну, я решила, что в этом видео я отвечу на все вопросы, которые вы написали. Ну, давайте тогда немножечко по порядочку. Успеваете ли совмещать вязание и домашние дела? Я вообще очень люблю заниматься тем, чем я занимаюсь. И поэтому, например, раз в неделю у меня уходит на генеральную уборку квартиры, и в течение недели я только поддерживаю порядок. Поэтому, да, успеваю. Но если, например, у меня заказ, то я мужу говорю, что у меня срочный заказ, и я сегодня, завтра вяжу, и поэтому меня никто не отвлекает, пока я не закончу. Как относятся дети, муж? Если можно, сколько у вас деток? Ребенок у меня один, дочка взрослая, живет отдельно, поэтому у меня времени свободного очень много. И, кстати,
как относится муж. Мы когда жили в общежитии, то все мои рукодельные принадлежности были во всех местах квартиры. На диване, на кухне, коробки, нитки. Ну, все, я еще тогда не вязала, а еще и шила, поэтому это были и клаптики. В основном я занимала часть стола для того, чтобы это раскроить, мои выкройки. И муж мне всегда говорил: вот будет у нас новая квартира, я тебе сделаю отдельную клаптиковую комнату, чтобы ты туда все сложила, и нигде ничего у тебя не лежало. И эта клаптиковая комната, я ему всегда говорила: ой, я жду не дождусь, когда у меня будет клаптиковая комната. И вот в этой новой квартире у меня, да, целая клаптиковая комната. Но сейчас она уже как бы не клаптиковая, а для пряжи. Но он специально планировал это пространство лично для меня, и дизайнеры полностью разработали здесь все под мой вкус, все как я хотела. Поэтому моему мужу огромное спасибо за эту клаптиковую комнату, за мою мастерскую, которую я обожаю. И да, теперь я никуда отсюда не выхожу, то есть мои клубочки находятся только здесь, и нигде в другом месте квартиры я их не оставляю. Ну и, конечно же, муж точно знает, если меня не видно, не слышно по квартире, он точно знает, где я нахожусь, в своей клаптиковой комнате. Сколько в день получается вязать? Ну, если у меня нет никаких дел, я могу вязать целый день. И, например, я очень люблю, когда муж уезжает в командировку. Это значит, мне не нужно готовить кушать. Сама я могу обойтись чаем, бутербродом, и я могу целый день вязать и не выходить со своей клаптиковой комнаты. Ну, в основном, если это зайчик, если взять целиком, то один, может, если очень-очень постараться, то это где-то 1,5-2 игрушки в день могу связать, если это срочно и если это очень прям нужно. А так, если в спокойном режиме, ну, это 1 игрушка в день. Если такая, ну, большая, как зайчик. Занимаетесь ли спортом или ходьбой? Я хожу в спортзал на степ 3 раза в неделю. Если не получается, то 2 раза в неделю. Ну, могу одно занятие заменить на спортзал в тренажерном зале с тренером. Любите ли вы готовить? Есть ли коронное блюдо? Вот что я не люблю делать, так это готовить. Вообще, это не мое. И у меня, если честно, не сильно получается. Но, как все домохозяйки, я готовлю. Но я люблю такие блюда, которые не требуют сильно моих каких-то усилий и каких-то заморочек. Я люблю такое. Вот знаете, например, как там картошка с мясом или там курица, или, ну, чтобы все сложить в лоток, поставить в духовку и свободно. Потом достала, раз, и целое блюдо готово. Но готовить я не люблю, я лучше займусь уборкой или там посуду потом поубираю. И, ну, не мое это. Смотрите вы ли сериалы под вязание? Сериалы не смотрю, и вот кто меня смотрит давно,
мои злоключения с фильмами, когда я вяжу и смотрю фильм. Если это новый фильм, это ну, обязательно что-то накосячу. А обычно я смотрю те фильмы, которые я уже видела. Это в основном старые советские фильмы, которые я знаю уже наизусть, и я их ставлю фоном, и они мне там создают атмосферу. Здравствуйте, Маруся. По какой цене продаются у вас зайки и лягушки? Зайки, голыши и лягушки у меня по 300 гривен. Зайка в кофточке именной 350. А вообще все цены находятся, я их прописываю в Инстаграме под каждой фотографией. Кому интересно, можете зайти в мой Инстаграм и посмотреть. Все цены на игрушки у меня прописаны. Как плотно вы набиваете игрушки? Спасибо. Игрушки я набиваю очень плотно. И я стараюсь, чтобы они были такие достаточно плотные на ощупь. И вот у меня сестра, она тоже вяжет игрушки. Она меня часто критикует, говорит, что игрушка на то и называется мягкая игрушка, что она мягкая, а у тебя твердая игрушка. Но я люблю, чтобы это было очень-очень плотненько. У меня есть зайчик, мой зайка-путешественник, которого я таскаю во все свои поездки. Так вот, он также был плотно-плотно наполнен, но со временем, я не знаю, синтепух как-то там не размягчается, он как-то там, может, как-то уплотняется, но она стала на ощупь мягкая. Я не знаю, куда он девается, но поэтому я наполняю игрушку плотно, потому что знаю, что со временем она станет чуть-чуть мягче. Ну, в процессе игры, я думаю, она станет мягче. Здравствуйте. Я начало ряда отмечаю контрастной нитью, а потом на ушках и на ножках почему-то получается неровности в этих местах, где проходит контрастная нить. Как исправить? Ну, такого не должно быть. Можете попробовать не контрастную нить, а, например, вот такие есть маркеры пластиковые, отмечать таким маркером ряд. Или же взять просто нить очень-очень тоненькую, вот как швейную, и такой ниточкой пролаживать ряды, и тогда таких неровностей не должно быть. Маркеры вблизи выглядят вот так. Они напоминают скрипочку или булавочку. Сколько времени уходит на одного зайку? На одного зайку уходит один день. Один день, но я обычно, если это заказ, всегда ставлю срок 1-2 дня. Ну, вдруг там какие-то там домашние непредвиденные дела, чтобы у меня был запас. А так вяжу зайчика за один день, ну, даже не за один день, а за один вечер. Есть ли у вас любимый цвет зайчика? Конечно, есть. Лавандовый. Я люблю лавандовый цвет, и зайчик-путешественник у меня пудрового цвета. Тоже очень классный цвет, тоже обожаю его. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, планируете ли вы снимать еще МК на погремушке крючком? Если буду вязать какие-то новые погремушки, то да.
Обязательно сниму мастер-класс. У меня на новом канале достаточно погремушек, мастер-классов. И поэтому, если я буду снимать, то буду снимать на второй канал. Добрый день, подскажите, что это за пряжа у голубого зайчика и какой номер цвета? Я просматривала вопросики до того, как отвечать, и поэтому я, конечно же, подготовилась. Голубой зайчик, которого вы видите здесь у меня в корзинке, это Yarnard Jeans. Я все игрушки вяжу этой пряжей, и номер 75, вот такой он небесно-голубой. Добрый день, Маруся. Я слышу, что фоном тревога работает. Получается, привыкли, игнорируете, типа будь как будет. Ну, здесь очень много вопросов, давайте как-то по порядочку. То, что вы слышали в фоне тревога. Тревога у нас есть, она включается и на начало, и на отбой тревоги. Игнорируете, типа будь как будет. Дело в том, что поначалу мы с каждой тревогой жили прям практически в подвале. Мы спали одетые в первые месяца. Сейчас мы не привыкли, и к этому нельзя привыкнуть. Мы адаптировались. У каждого из нас в телефоне есть группы оповещения, не только по Украине, а и по нашей области, по нашему городу. У всех есть карты повітряних тревог, какие области сейчас находятся в красной зоне, и поэтому к каждой тревоге мы смотрим за ситуацией. И не дай бог, вот как были у нас прилеты в соседние города или там в соседние области, то тогда я перехожу, я не иду в подвал, потому что у нас просто подвалы, а не бомбоубежище. Я перехожу вовнутрь комнаты. У нас есть гардеробная, где нет окон, она находится в центре квартиры, и как по правилам двух стен, она больше всего защищена. И если прилеты в соседние города или где-то, не дай бог, ближайшие, то я нахожусь там. Потому что, например, моя мастерская, здесь панорамные окна у меня, вот напротив меня, они у нас все заклеены скотчем, но на всякий случай, если вдруг такая ситуация, я перехожу туда. Как вы вообще, как изменилась жизнь, с какими проблемами сталкиваетесь в быту, на работе? Я не работаю, я домохозяйка. И, естественно, у нас жизнь очень поменялась. И не только в плане как обычной, и мы поменялись все сами. Ну, всякие, очень много проблем, с которыми мы сталкиваемся и с началом войны, и сейчас, начиная от, например, нехватки бензина, дефицита, сейчас уже полегче. И изначально тоже лекарств мы не могли, ну, например, я свои не могла заказать, потому что были все разрушены вот эти логистические цепочки. Сейчас все немножечко налаживается, но это очень все сложно, и мы привыкаем жить в тех реалиях, в которых мы находимся, и надеемся на лучшее, что ничего не может быть вечно, и эта война тоже закончится. Есть ли заказы из-за границы? Сейчас
заказы начали возобновляться, а вот поначалу, конечно, у нас все остановилось, все прекратилось. И, кстати, этот заказ на 10 зайчиков, может их будет 11, не знаю, посмотрю, буду уточняться. Но эти 10 зайчиков отправляются в Швейцарию. С начала войны это самый большой заказ за границу. До войны у меня были несколько девочек, которые делали постоянно у меня заказы из Европы. И там раз в 2-3 месяца я отправляла каждой большую посылку. Это было очень классно. Сейчас у них тоже проблемы. Сейчас, мне кажется, проблемы вообще у всех. И особо не до игрушек, не до продаж. И этот первый заказ большой в Швейцарию я безгранично благодарна, кто работает, кто там еще продает, и у кого бизнес работает. Это очень-очень хорошо. Кем вы работали до рукоделия? Я работала на заводе подъемно-транспортного оборудования экономистом в отделе труда и заработной платы. А потом попала под сокращение и стала рукодельницей. И чисто вязанием сколько лет занимаетесь? Вот как меня сократили с завода, так и занимаюсь. Это уже где-то лет 10. Просел ли доход с YouTube после февраля? Нет. Доход у меня не просел. Он просто рухнул в пропасть. Ну, просто. Я с YouTube и так немного зарабатывала, а сейчас за последние месяцы у меня там начисления по $30, по $20 в месяц с YouTube. Вот такие у меня заработки. Небольшие. Но я надеюсь, что все-таки наладится и ближе к Новому году станет все оживать и доходики как-то увеличатся. Заранее спасибо. Если какие-то вопросы неуместны, то вы тогда и не заморачивайтесь отвечать. Обнимаю, и да, скорее мир наступит. Спасибо большое. Ответила на все вопросики. И да, пусть поскорее наступит мир, потому что он нужен нам всем. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье, как ваши близкие относятся к вашему хобби. Спасибо за ответ. С пониманием. И когда мы делали мастерскую, то, конечно, муж понимал, что это у меня уже занимает большую часть моей жизни, потому что это мое любимое занятие, и он относится к этому с пониманием. Здравствуйте! Пожалуйста, покажите, как вышиваете спящие глазки зайки. В этом видео я уже точно этого не покажу. Я когда-то показывала, что я пользуюсь шаблончиком бумажным, и это мне упрощает вышивку. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему вы пришиваете, а не
ввязываете ручки, ножки, ушки для зайки. Не вывязываю я, потому что, ну, мне, во-первых, так удобнее, я так привыкла, я их делаю очень-очень много, этих зайчиков, и я уже точно знаю, в каком ряду что мне нужно пришить. И еще я не ввязываю зайке ножки, потому что я их пришиваю немножко наискосок и еще прихватываю по бокам пару стежками, чтобы эти ножки были ровненько, чтобы они вот так вот не разлетались, а зайка держал красиво форму. Поэтому я все детальки пришиваю. Марусечка, на мой взгляд, и я так делаю, ушки, ручки, ножки вязываю в процессе. А почему их прошиваете? Ну, только что ответила. В основном потому, что мне это удобно и, не знаю, я так привыкла, и этого зайца я делаю только так. Люблю ваших зайчиков. Скажите, пожалуйста, в каком интернет-магазине вы покупаете пряжу? Здесь уже, девочки, 6 ответов. Посоветовали вам. Лично я покупаю пряжу в интернет-магазине Novella House. Мне там удобно, там есть бесплатная доставка от суммы заказа. А так как я всегда заказываю очень много, мне пересылка бесплатна, и это меня вполне устраивает. Здравствуйте, скажите, какой рост у вашего зайчика? Рост моего зайчика где-то примерно 26 сантиметров. Так, это повтор. Сохраните эфир, пожалуйста, не успела на начало. У меня нету эфиров, и я все еще стесняюсь выходить в прямые эфиры. Ну, такой я блогер. Поэтому это не прямой эфир, а все видео в записи. Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, між якими рядами ви вставляєте оченята та вшиваєте вушка. Оченята я не вставляю, а пришиваю. І ось, дивіться, оченята я пришиваю в ряду, коли закінчуються ряди з прибавками. Далі йде ряд, перший ряд без змін. Ось в цьому ряду я пришиваю оченята, і на один ряд вище від оченят я пришиваю вушка. І ще я розраховую кількість стовпчиків, тому що у мене всі зайчики виглядають однаково. Між носиком 7 стовпчиків, далі між носиком і оцією бусинкою 5, і далі 5, і пришиваю вушко. Серединку я відзначаю так, на око. Глянула, приблизно серединка. Від цієї серединки розраховую приблизно на однаковому рівні 7 стовпчиків і далі роблю розрахуночок. Ось так. І тоді всі мої зайчики виглядають однаковісінько.
люблю цельные игрушки. У вас есть цельные игрушки? Цельные, вы имеете в виду все детальки связаны-вязаны? Нет, такой игрушки нету. У меня лошадка и олень, где я частично ввязываю ножки, ручки, но голову все равно пришиваю. И там есть мелкие детали, например, ушки, тоже которые пришивные, но такой прям цельно вязаной игрушки нет, нету. Здравствуйте, как там у вас в Украине, какие планы, как семья? В Украине у нас война, и живем мы сейчас в военное время. Семья у нас хорошо, находимся дома, никуда не выезжали и не выезжаем, остаемся дома, в своем городе, в своем доме. Планы? Планы у нас, пока идет война, планов у нас никаких. Но вот когда война закончится, то планы такие большие. Жить, работать, вязать, путешествовать. Вот такие планы у нас. Так все-таки Марина чи Маруся? Взагалі-то по паспорту я Марина. Марусей мене знають тільки в рукодільних кругах. І Марусею мене називають тільки рукодільниці. І це взагалі-то довга історія. Чому так трапилось? Якщо вам буде цікаво, напишіть, я вам докладніше розповім, чому я Маруся. Бо це два різних імені. Ну, а так як ви всі на моєму каналі рукодільниці, то ви теж мене так називаєте. В принципі, мені зручно, я відкликаюсь на і Марина, і Маруся. Ну, всі домашні, друзі, які не мають відношення до рукоділля, звуть мене Маріна. Маруся я тільки для вас. Так. І я нічогісінько не пропустила. Так. Я ответила на все вопросы. Это было очень интересно. И это было очень волнительно. Если у вас будут какие-то еще вопросики, пишите. На те вопросы, которые я ответила, я их отметила сердечком. Для себя я буду знать, что на этот вопрос я ответила. Если буду находить вопросики без сердечка, то на них отвечу уже в следующем видео. А сейчас я довяжу. А, еще, знаете, я так думаю, буду вязать, отвечать на вопросы, но у меня получается либо то, либо другое.
Но это был очень-очень интересный опыт. Если вам понравилось, то можем еще раз повторить. Сейчас я довяжу, и в этом же видео я вам буду показывать зайчиков. Получилось видео не просто с зайцами, а такое информативное видео. Так, здесь у меня все. Дальше у меня еще последний серенький. И буду собирать и оформлять этих 4 зайчиков. Итак, у меня все готово. Для этих зайчиков я уже все связала. Голову с тельцем соединила. Теперь осталось только собрать и оформить. Я думаю, я это оставлю на следующее видео. Покажу вам уже готовый результат. Пока я сшивала, пришло еще 2 вопросика. Здравствуйте, Маруся. Как вы вяжете кофточку для зайчика? Есть такое видео, пошаговый процесс вязания кофточки. Ссылочку я оставлю внизу под видео. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы снимать еще мастер-класс на погремушке? Очень вас прошу снять мастер-класс на погремушку зайчика или мишки, которые вы вязали для малышей. Заранее спасибо. У меня есть мастер-классы всех зайчиков погремушек. Есть мастер-класс спящего зайчика погремушки. Есть мастер-класс зайчика на деревянном кольце. Есть мастер-класс зайчика на мягкой ручке. Ссылочки оставлю внизу под видео, чтобы вы не искали. Потому что я думала, что все, которые приходят на мой канал, смотрят не только мои видео, а еще и разделы на моем канале. Так, в разделе плейлисты собраны все мастер-классы по папкам. Их вообще несложно найти, но если кому-то нужно будет, я покажу вам на своем компьютере, где их искать. Сегодня было для меня большое видео, очень интересное. Спасибо, мои дорогие, что вы так откликнулись. И это был замечательный опыт, и мне очень понравилось, несмотря на то, что я очень сильно волновалась. Возможно, не все прям рассказала из-за волнений, как хотела, но мне действительно этот формат видео очень и очень понравился. Всем спасибо, кто заходит ко мне в гости, кто со мной проводит время в моей мастерской. Мне это очень приятно. И встретимся в следующем видео. Я вам покажу зайчиков. И, возможно, если придут еще вопросики, да, отвечаю в следующем видео.